Здесь Хайрджан. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами я, Владимир Погосян. Сегодня я поговорю о очень чувствительных вопросах, связанные с введением изменений в Конституцию Нахчеванской автономной области Азербайджана, который по своей сути закладывает фундамент для того, чтобы Армения аннулировала все в таком же порядке, как и Азербайджан, Московский Карский договор. И что это значит вообще для ситуации в регионе и отношениях между Турцией, Россией, Азербайджаном, Арменией и Грузией в целом. Какую картину таким образом и что сейчас делает Азербайджан, что он закладывает, какие риски для него, какие плюсы в этом случае для Армении. И это все, я вам хочу сказать так, приведет к будущим серьезным конфликтам, не только на дипломатическом уровне, международном, но и, к сожалению, или к счастью, для кого как, конвенциальным конфликтом, то есть конфликтом горячей линии. Итак, что означает договор, Московский Карский договор? Эти договора были подписаны в 2021 году, установили современные границы, которые сегодня, между Турцией и Закавказскими республиками, Арменией, Грузией и Азербайджаном. Значит, Московский договор 16 марта 2021 года заключен между РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции, будущей Турецкой республики. Значит, что из этого всего дальше получалось? Напомню, что на тот момент большевистская Россия не была признана никем. И Московский Карский договор для Армении и для нашей будущей политики является незаконным. Это была аннексия Армении, распродажа ее территорий. Незаконно Кремль большевистский передал, или Смольный, Ленин, Троцкий. За эту операцию в большей степени стоял Троцкий, нежели Ленин. И наши территории Армении были переданы, частью территории были переданы Азербайджану, частью территории были переданы, Турции. Итак, я буду ссылаться на документы и больше ни на что, чтобы не говорили, это мои фантазии. Достаточно открыть Московский Карский договор и Сербский договор. Сербский договор был подписан 10 августа 1920 года. Он занимает в истории Армении особое место. И в 1921 году был подписан Московский Карский договор. Значит, согласно Московскому Карскому договору, территории Турция получила Карс, Ардаган, Артвин, ранее входившие тогда в Российскую империю, но это была территория Армении. Турция согласилась передать Батуми Грузии в обмен на право свободного транзита через порт. Нахчевань территория получила статус автономной области под протекторатом так называемого Азербайджана. Обе стороны аннулировали все прежние договора между Российской и Османскими империями. То есть имеется в виду большевистская Россия и Кемал Ататюрк. Они аннулировали. Значит, это был Московский договор. Карский договор 13 октября 1921 года фактически подтвердил положение Московского договора, но уже при участии за уши затянули три советские республики, которых заставили подписать некий документ. Это Армению, Грузию и Азербайджан. Какова была цель? Принудить Закавказские республики официально признать новую границу. Значение
Значит, договор зафиксировал линию границы, которая остается актуальной по сегодняшний день. И при том, что Азербайджан решил внести изменения в Конституцию и таким образом разрушить московский Карский договор. Значит, идем дальше. Эти договора, секунду, я отключу, чтобы меня не беспокоили. Значит, эти договора заложили мину замедленного действия в регионе, которые начали срабатывать после распада Советского Союза. И основные споры и влияния на политику сегодня, в том числе это все вот с этим связано. Значит, Армения и вопрос территории. В Армении мы до сих пор, многие считаем, что, мы не считаем, мы в этом убеждены, что договор 21 года это несправедливо, мы его так и оцениваем, так как они были навязаны большевиками и Турцией без учета интересов самой Армении. Мы считаем, что, и это так и есть юридически, мы апеллируем к Сербскому договору 2020 года, по которому Армения должна была получить гораздо больше территорий, включая выход к морю. Карский договор фактически перечеркнул эти надежды. Статус договора официальный Ереван признает границы, установленные Карским договором, но турецкая сторона часто обвиняет армянское общество в скрытых претензиях на Карс и гору Арарат. В условиях договоров Нахчевань стал автономией под протекторатом Азербайджана. Турция по договору является гарантом статуса нахчеванской автономии. Это дает Анкаре юридическое право, давал юридическое право вмешиваться, если статус региона будет изменен или возникнет угроза его безопасности. Значит, последние изменения, которые сейчас Азербайджан вносит, это в 25-26 годах власти Азербайджана начали процесс удаления упоминаний Московского и Карского договора из Конституции Нахчеванской автономной республики. Это вызывает дискуссии о возможном изменении статуса автономии и снижении зависимости от договоров столетней давности. Что касается Грузии, Аджари. Договора закрепили передачу Батуми Грузии, но с особыми условиями. Автономия для местного населения и льготный транзит для Турции. Грузия полностью признает границы, однако в политическом дискурсе иногда тоже выплывают опасения по поводу мягкой силы Турции в Аджарии. И я хочу сказать, что Турция там не просто применяет мягкую силу в Аджарии, а ее спецслужбы активно работают, формируют будущую элиту, молодежь, которая бесплатно учится в университетах, есть обмен, очень серьезные контакты между парламентами Аджарии и Турецкой Республики, да? Вот. Значит, и таким образом Грузия опасается по поводу мягкой силы Турции в Аджарии, опирающейся на исторический контекст этих соглашений. Позиция России и Турции, как бы, пока мы не знаем, что за нашей спиной в очередной раз в Кремле творят, и какую опять себе яму они там роют. Вообще, Россия любит брать лопату и копать под своими ногами собственными такую яму. Обе стороны на официальном уровне подтверждают приверженность к договорам 2021 года, да, как фундамент стабильности на Кавказе. Любой пересмотр этих документов может привести к масштабному перекраиванию границ, что невыгодно ни Москве, как бы ни Анкаре. Это было так. Сейчас такая позиция преподносится, но в реальности это не так. Анкара будет делать все, чтобы Москву до конца изничтожить в регионе. Русские себе этим своими руками это помогают делать.
значит, Турция будет пытаться усилиться. И я не думаю, что Нахчеванская автономная область вносит изменения в Конституцию не без согласия Турции и не без подсказки турок. Но я не исключаю возможность, что и Москва тоже в этом направлении работает. И не факт, что в наших интересах. Что касается всех этих территорий, которых я назвал, да, с точки зрения исторической справедливости и этнического состава населения на тот момент, эти земли являются исконно армянскими территориями. Московские и Карские договора стали трагической точкой вопроса их принадлежности. Вот так ситуация выглядела в реальности того времени. Западная Армения. Ван, Эрзерум, это области вместе Битлисом и Трабзоном по Сербскому договору 2020 года должны были войти в состав независимой Армении, создав так называемую Вильсонскую Армению. Однако Турция этот договор не признавала, а большевики предпочли союз с Кемаль Ататюрком, пожертвовав этими землями. Карс и Ардаган — это территории входили в состав Российской империи, Карская область, а после ее распада в состав Первой Республики Армения. Но никогда она не принадлежала Турции, и Нахчевань никогда не был в составе Азербайджанской Республики. Это я все вам говорю из документов, это я там не с балды беру, там сейчас соседи начнут свои комментарии писать и так далее. Ну, поскольку мало грамотных в комментарщиках там, ну, это так ладно. Они, значит, Карс и Даган, когда входили в состав Российской империи, да, Карскую область, а после ее распада в состав Первой Республики Армения. Они были захвачены турецкими войсками и в 1920 году официально переданы Турции именно по Московскому и Карскому договорам. Нахчевань — исторический армянский край, который по итогам договоров 1921 года был отделен от Армении и передан под протекторат Азербайджана как автономная территория. Батум и Артвин также был частью Российской империи, рассматривался как грузинско-армянская территория. Это в документах. Это я все говорю из документов, и грузинам прошу тоже не паниковать. Никто не претендует на вашу территорию. Открывайте документы, смотрите, как это было. Еще раз повторю. Батуми и Артвин также были частью Российской империи, рассматривался как грузинско-армянская территория. Он отошел Турции. Батуми удалось, значит, оставить в составе Грузии лишь ценой передачи Карса и Ардагана. За счет передачи армянских территорий Турция согласилась оставить Батум Грузии. Итак, многие историки, в том числе и я, и политики, мы считаем, что это был сговор между Советской Россией и Турцией, в результате которого интересы армянского народа были принесены в жертву ради геополитического союза двух новых режимов. Поэтому, значит, сейчас мы вернемся к Сербскому договору, да? Статья 88-93. Официально зафиксировал следующий момент, я читаю выдержку из Сербского договора. Это вот я вернее, что прочитал выдержку и сослался на статьи 88-93. Кому интересно, откройте и посмотрите. Значит,
Статья 88.93. Признание независимости. Турция признавала Армению как свободное и независимое государство. Должно было быть так. Арбитраж Вудро Вильсона. Стороны соглашались предоставить президенту США право определить окончательные границы между Арменией и Турцией в Виалятах Эрзерум, Трапезунд, Ван и Битлис. Выход к морю. Предполагалось, что Армения получит доступ к Черному морю через порт Трапезунд. Там же также стоял вопрос демилитаризации. Турецкие войска должны были покинуть указанные территории. Значит, что относительно Вильсонской Армении. В ноябре 2020 года Вудро Вильсон представил арбитражное решение, согласно которому территория Республики Армения должна была составить около 160 тысяч квадратных километров, включая выход к морю и значительная часть Западной Армении. Почему договор не был реализован? Несмотря на дипломатический успех, Сербский договор так и остался на бумаге по ряду причин. Это военное сопротивление. Да? А национальное движение Турции во главе с Мустафой Кемалем, так называемый Ататюрк, отказалось признавать условия договора и начало войну. Значит, великие державы на тот момент, это Британия, Франция, Италия, не были готовы послать войска для принудительного исполнения условий договора. А советско-турецкое сближение в 1920 году совпали с интересами кемалистской Турции и советской России, совпали, что привело к разделу Армении по Александропольскому и Московскому договорам. Дальше уже шел Лозаннский мир. В 1923 году Светский договор окончательно был заменен Лозаннским договором, в котором армянский вопрос практически не упоминался, а границы Армении были зафиксированы в нынешних советских границах. Да? Но это не означает, что Светский договор прекратил свое существование. Тем более я напомню, что тогда Лига наций, правопреемник которым стала ООН, значит, было принято решение Лигой наций о том, что Вудро-Вильсонское арбитражное решение должно вступить в силу, и территории Армении 160 тысяч квадратных километров. Да? Мы рассматриваем в Армении это как важный правовой и моральный фундамент Сербский договор для дискуссии о территориальных требованиях и исторической справедливости. Хотя следует отметить, что руководство этой, особенно Армении, и два предыдущих руководителя Армении этот вопрос не поднимали, что является большой ошибкой. Мы могли бы спокойно в 1994 году. Конечно, мы совершили жестокую ошибку, что в 1994 году мы не пошли до конца, а согласились подписать соглашение о прекращении огня. Да? Это была катастрофическая ошибка, за что сегодня, грубо говоря, мы расплачиваемся. Но это голову пеплом посыпать не нужно, а нужно строить страну и идти вперед. Сегодня я услышал от одного азербайджанского эксперта, сейчас я его там, точно я его не помню, но могу, значит, там сейчас вот буквально быстренько посмотрю, что это за такой перец, который говорит, что, сейчас скажу, как его зовут, Резван Гусейнов. Так вот, Резван Гусейнов считает, что Индия должна выстраивать отношения с Арменией через Баку. Да? Понимаете? Это маразм, как говорится, крепчает. Да? То есть Индия вопросы с суверенной Арменией должна решать через Баку. И то интересно, да, ну вот, я не знаю, когда YouTube каналы такое вот берут интервью без армянского комментария, как это можно вообще интерпретировать.
там разные газеты, типа Минвала, который говорит о том, что Армения вооружается, это реваншизм и так далее, при том, что в своем глазу бревно не видит. И наивно убеждать, что средства массовой информации не играют сегодня никакую роль, и это все просто так. Мало ли, что они там пишут, да, что называя Армению реваншистами. Я хочу сказать следующее, что нет, как раз политика и государство всегда пользуются инструментами средств массовой информации, различных интернет-ресурсов, впускает определенные посылы, делают срезы, смотрят, кто как и что, какая реакция, или предупреждают. Ну, в общем, механизмов влияния через средства массовой информации много, да, и вот некомпетентные там эксперты, которые несут такую абсолютную чушь, что Индия должна решать свои вопросы с Арменией через Баку. Да, это полный бред. Это полный бред. Я поэтому говорю, что там выросло у ребят очень много крыльев. И считают, что игра закончена. Да? Я хочу сказать, что это большая ошибка. И каждый раз нас пугают, что если Армения вооружается, это для нее опасно. Если она выстраивает отношения с Дели, это для Армении опасно, это плохо. Да послушайте, успокойтесь, вы займитесь своим домом. У вас дома куча проблем, большое количество нищих. Стройте дома, делайте свою медицину бесплатной, образование делайте бесплатное. Уберите своих 22-летних властных, которые сидят уже там 30 лет, почти скоро будет, во власти находятся и грабят, жрут, никак не нажрутся, да? Вот. Своему азербайджанскому народу принесите сначала счастье и будущее. Не пытайтесь опять в очередной раз топить большое количество своих солдат в крови. Вот. Займитесь там. Не надо каждый раз указывать Армении, что нам делать. Или, например, как этот же эксперт говорит, что в Армении сплошные разведки. Большего бреда. Понимаете, вот я не могу понять уровень, да, вот этих людей, которые на YouTube-каналах рассказывают дегенеративные вещи. Просто дегенеративные. Говорят, в Армении кишат иностранные спецслужбы. Послушай. Значит, в любом посольстве присутствует разведка. Вот сколько в Азербайджане посольств? Почти все европейские страны, да, западные, юго-восточные страны, да. Вот во всех ваших посольствах присутствуют разведки. Но у нас они тоже присутствуют. Так же, как и на территории России во всех посольствах есть разведка. Так же, как и на территории Соединенных Штатов во всех посольствах есть разведка. Разных стран мира, я имею в виду, да. Все посольства, которые находятся на твоей территории, имеют разведподразделения там, которые работают, имеют резидентуры. И то же самое в Европе, и во Франции, во всех посольствах. И то же самое хочу сказать и про азербайджанские посольства по всему миру. У вас во всех посольствах мира находятся представители ваших разведок. Это не какая-то новость, это было всю жизнь, всегда. И сколько существует понятие дипломатия и разведка, столько это и существует. Но в отличие от Армении, в отличие от Азербайджана, вернее, в Армении такого нету. Вот как в Азербайджане. Например, в Азербайджане, помимо традиционных спецслужб, которые работают с позиции посольств своих стран на территории Азербайджана, в Азербайджане существует скрытая резидентура, которая взаимодействует с азербайджанской разведкой еще не только в рамках посольства. Это турецкая разведка МИД, это Моссад, это Ми-6 и это ЦРУ, которые помимо своих посольств еще действуют отдельно своими резидентурами. И не нужно нам тут рассказывать про какие-то, тут не по французская разведка здесь очень активна. Во-первых, хочу сказать, что французская разведка здесь как раз вообще не активна. К счастью или не к несчастью, да? Во-первых. Русская разведка, да, она активна. Белорусская разведка, да, она активна, она работает в вашу пользу. И, к сожалению, были случаи, когда и украинская разведка вам сливала информацию, ну, правда, этого человека потом отсюда убрали, и сейчас навряд ли этим занимаются. Но это было до войны. Значит,
А вот у вас резидентуры конкретно сидят там. Вы что тут нам рассказываете сказки, что у нас тут кто-то активничает, да? И каждый раз они за Армению переживают, за Никола Пашиняна переживают или говорят, что там будет это или будет то. Угомонитесь. Армения сама решит, как ей вооружаться, какие отношения ей выстраивать с Индией, какой будем мы выстраивать блок. Я хочу сказать одно, что блок, который выстраивает Алиев и Никола Пашинян под управлением Анкару и Москвы, мы никогда не позволим. Мы создадим здесь новый блок. Не Москвой и Анкарой здесь мир начинался, и не Москвой и Анкарой мир здесь заканчивается. Армяне на этой территории, и включая до большей половины территории Турции и многих наших союзных, соседей, армяне там задолго до всего находились. Поэтому нам рассказывать, как нам себя вести и что делать, мы сами примем решение и определимся, как что делать. И будем создавать свой новый блок. А про дорогу в Нахчевань в этих условиях вообще вам надо забыть раз и навсегда. Через нас вы можете идти, пока есть Никола Пашинян. Но Никола Пашинян не вечный, и думаю, что навряд ли он долго будет властвовать. После него быстрыми темпами здесь будет сформирован совершенно другой блок, и очень мощный блок из очень мощных стран, где ни Азербайджан, ни Турция, никто не рыпнется. Просто. И мы такой блок создадим. И мы вооружаемся, и будем вооружаться еще в 10 раз больше. Мы должны вооружаться. И мы вооружаемся не против кого-то. Наш исторический опыт показывает, что не вооружаясь, Армения себя подвергала всегда смертельной опасности. Мы больше ни на кого надеяться не имеем права, ни на каких соседей, ни на какие союзы. Армения должна строить свое государство, экономику, военно-промышленный комплекс, развивать науку, технологии, строить вооруженные силы, создавать свою ВПК и так далее и тому подобное, и двигаться к созданию вида оружия, которое будет сдерживать наших противников или вероятных противников, будем так говорить. Поэтому говорить тут о том, что нам делать, нам указывать не надо, и мы без сопливых будем выстраивать свои отношения с Индией. Да, а тут я смотрю, там люди уже начинают заболевать, там психические расстройства у людей начинают работать. Так вот, ну, весна на подходе, у некоторых, видать, обострение гораздо раньше происходит, да. И каждый раз нам угрожают, что это опасно для Армении, там, да. Вы сюда хотите Индию завести. Вы в регион завезли турок, вы завезли в регион в 2020 году арабских террористов, и вы нам говорите о цивилизации под названием Индия, что мы их сюда завозим. Мы кого захотим сюда, к себе домой, на свою территорию, кого захотим, того и привезем. И ни у кого спрашивать не собираемся. Если Россия строит отношения с Турцией, мы будем строить отношения с другими государствами. Каждое государство строит отношения свои через призму своей национальной безопасности, своих национальных интересов. Да? Кто с кем хочет, то с тем и строит. Но мы внимательно следим, кто с кем строит. Понимаете? Так вот, не надо нам говорить там, в том числе и в Москве, когда вы строите отношения с нашими врагами, Армения имеет право строить отношения с вашими врагами. И никаких претензий к нам тут быть не может. Здесь нету ни Юпитера, ни быков. И фраза о том, что положено Юпитеру, не положено быку, оставьте себе. Весь вопрос совершенно в другом стоит. Такими шагами, то, что Азербайджан выходит из этой конституции, я говорю вот вам всем в открытую. Азербайджан подложил сейчас, подкладывает такими шагами мину замедленного действия. Для нас, для армян, это хорошо. Пусть Азербайджан выходит из Московского и Карского договоров. Тем проще нам будет решить этот вопрос. Тем проще нам будет решить этот вопрос. Потому что Московские и Карские договора это все незаконные документы. Российская Федерация не имела права, ну, сегодняшняя Российская Федерация, тогдашняя большевистская кровожадная власть не имела права передавать и разбазаривать армянские земли. Мы опираемся на арбитраж Вудро Вильсона, мы опираемся на Лигу наций, да, и эти решения все есть, они имеют законную юридическую силу, и мы рано или поздно добьемся в Соединенных Штатах, чтобы это было реализовано.
И мы заставим Организацию Объединенных Наций рано или поздно реализовать решение арбитражного суда и по Удравильскому арбитражному суду, и аннулировать в законном порядке московские Карские договора, признать Сербский договор и заставить вернуть все наши нам территории. Поэтому, если Азербайджан пошел на такой шаг, то у нас сегодня появляется возможность, и мы такой вопрос очень быстро поднимем. Вопросы Вудро Вильсона о том, что эти территории должны будут возвращены быть Армении, так как все эти территории, согласно сговору большевиков в Смольном там или в Кремле, были переданы незаконно. Лично я плевать хотел и подтярусь этим договором московским и карским, и всю жизнь я это говорю, что мы никогда на это не пойдем. И таким образом Азербайджан открыл ворота и путь нам для возвращения всех территорий, которые были переданы незаконно в результате оккупации большевиками территории Армении. Мы этот вопрос обязательно поднимем, и с сегодняшнего дня мы будем об этом говорить. И не только говорить, но и наша мировая диаспора начнет активно действовать по всему миру. Абсолютно по всему миру. И этот вопрос мы уже будем поднимать. И нам уже не интересно, что там говорит Алиев, или что говорит там Путин, что говорит Эрдоган. Раз пошла такая пьянка, ребята, спасибо за помощь, которую вы нам организовали. Но вы сами говорите о мире, и сами регион сейчас своими действиями подставляете под кровавейшую войну. Вот что вы сегодня делаете. Сегодня на эту тему вот все. Завтра я сделаю уже эфир по ситуации в мире. По Ирану я не думаю, что будет удар. Как я и говорил, что удара не будет. Если он будет чисто символический. С Ираном будут договариваться. Иран нужен целостный. И Иран будут разворачивать. Да? Завтра мы на эту тему и все, что связано с этой ситуацией вокруг Армении и регионом, и украинской войной, это все будет отражаться исключительно. Все, что будет происходить с Ираном. И мы завтра это более-менее подробно обсудим. Удачи вам и всего доброго.